Ура, мы это сделали! Представляешь? Дай, мадам, я пожму тебе твою ручку. Мы находимся в Таджикистане на перевале Ак-Байтал. Новое название Хушанг. На высоте 4655 метров. О, сколько мне всего это стоило. А, вы не поверите. А если ты, который сидит в тепле и хочет увидеть, как мой пролегал путь, что меня ждало и что меня будет ждать дальше, садись в свой удобный диванчик, ложись на удобную кроватку под одеялко или на крайняк за кухонный стол вместе с чаем и печеньками. Устраивайся, в общем, поудобнее. А мы желаем тебе приятного просмотра. Просто высота большая, мне трудно собраться с мыслями. Желаю приятного просмотра, ребята. Не переключайтесь, а мы начинаем. Надо быстрее сваливать отсюда, пока я здесь не сдох нахрен. Вот и доброе утро. Всегда волнительный момент, когда ты оставляешь мотоцикл на парковке неохраняемой, да, и утром бежишь быстрее смотреть, что с ним, ну, с конником нашим все в порядке. Единственное, товарищ, вот этот товарищ, вот он поставил, ну, видите, близко, когда снимаешь чехол, занимаешься мотоциклом, но и выкатывать не особо-то комфортно, когда вот вблизи на пустой парковке, да, место куча, ставят вот так вот технику. Ну и тем более, если бы я свою машину вот так ставил, я побоялся, вдруг этот мотоцикл упадет. Ну, хоть он стоит на подножке, но все равно такой страх присутствует. Итак, сегодня в планах мы не будем говорить. Направляемся в Чарынский, да, каньон, наверное, Чарынский. Но нас ожидает где-то 200 километров. На первое надо выехать с этого двора, как я вчера заехал. Вот, сейчас покажу вам. Видите, здесь вот я вчера проехал, но Африка задевает лопухами, кофрами. Я посмотрел, хостел был вот как раз таки в той стороне, и там можно вот съехать, где вот пешеходы ходят, и там человек идет, там шлагбаум, но там немного пошире дорожка. А еще у меня в смазчике заканчивается масло. Проехал я где-то 2200. Масло накидало конкретно на цепь. Сейчас я потихоньку убавляю свои регулировки на смазчике, но бачок быстро уходит. В прошлый раз бачка хватило практически туда и обратно, и на обратной дороге я заливал это где-то в районе 6000, наверное. Ну, бачка где-то, может, на 5 хватило. А тут насосы постоянно масла, все работает. И бачок быстро уходит, тем более, когда я ехал сюда, был по дороге дождь, дождевой режим, там X2, и он накидывает масло нормально. Да. Если посмотреть, весь мотоцикл в масле, но зато цепь хорошо смазана. А вот и бачок наш. Видите, масло осталось. Сейчас будут докапывать людей, которые до меня, ну, в основном задают вопросы, да, на больших грузах там бывает. Может, у них есть трансмиссионка. У одного я спрашивал, но оказалось, что он ездит на Вольве, он ездит только к официальному дилеру и заправляется, и все. Ну, точнее, обслуживает, и с собой никаких канистр он не возит. Показываю вам пробег около... Сколько тысяч проехал? 5000 на этой резине проехал. А это еще только мой путь туда. А мне еще обратно на ней ехать. Ну и упомяну, что эта резина была куплена мною, но и совместно докидывали мои подписчики в лице одной только Любы. Спасибо Любе за маленький вклад в эту резину. Все. Теперь выезжаем и едем в сторону каньона. Нормальный такой завтрак у меня, или обед, как это можно назвать. Бешбармак из конины.
Вчера был на обед на Рым, а сегодня вот Бишбармак. Как и просили мои подписчики. Рынка тандырная самса. Попробую потом расскажу. Итак, докладываю. Мой обед или завтрак совмещенный прошел вот в этом месте. Позади остался Кульджанский тракт. Поправьте меня, если я не прав. И дорога идет на Байсии. Вокруг можете заметить где-то уже отголоски. Вот сзади там горы, и с той стороны тоже. И получается меж гор я еду. Бишбармак я осилил, но самсу я оставлю на потом, чтобы съесть ее в красивом месте. Ну, вы скажете, что она будет холодная, но я знаю, как ее разогреть. И еще такое здание, масломаркет. Вот, и здесь добрые люди поделились. Я попросил масло трансмиссионку. Так что смазчик у меня будет жить. Спасибо им. Мини-реклама такая. Если что, заезжайте сюда, очень вкусно и добрые люди. Продолжаем движение. Ну что, друзья, мини-остановка у нас в таком вот красивом живописном месте. Я решил сейчас с экшн-камерой немного проехаться. Был перевал красивый, 1,4 где-то километра. Внизу он течет речка. Там желающие пофоткаться. Я думаю, автобус стоит, думаю, что они там стоят, да? По-любому надо остановиться, посмотреть, не проезжать, как я это обычно делаю. Но вот с их ракурса я не могу сказать, что там прям красиво. Но тут, конечно, тоже заросли. А так, вот эта порода на той стороне реки выглядит, конечно, очень так красивенько. Так, ну что, посмотрели? Опять делают 1000 снимков, которые потом смотреть не будут. Так, а мы с вами продолжаем движение. Нам осталось около 35-40 километров до каньона. Сейчас немного покажем вот эти виды, которые открываются. Холмики, горы. Уже начинаются места такие, которые говорят: включай камеру и не выключай. Так, ну все, выезжаем. Чарынская река, я так понимаю, это Чарын-Озени. Юзени. Так, справа смотрим. Прикольненько. Так, сейчас надо выехать, поглядеть, что там за вот этим пригорком открывается. Так, смотрим слева. Такие холмики необычные. Почему они так образуются? Не одна там большая гора, а тут множество мелких холмиков. Сейчас вот справа откроется хребет со снежниками на шапульках. Видимо, справа старое русло какое-то, или может в какой-то момент оно течет, когда, может, дожди льют. В общем, справа можете наблюдать русло реки. А может, я гоню какую-нибудь фигню, а вы меня слушаете. И вот справа вы можете видеть снежные шапочки, ради которых стоило ехать все эти долгие километры, после которых у меня уже болит 5-я точка, колени отваливаются, трапеция. Я вообще не понимаю, что со спиной происходит. Вот мышцы трапеции, может быть, то, что ты борешься постоянно с потоком ветра, или, я не знаю, к рулю там тянешься. Я вроде не тянусь к рулю. Болит трапеция очень сильно, вот особенно с левой стороны мышца. Ну, КамАЗ, конечно, нам картину подпортил. Или что, маслом картину не испортить.
такие виды ничем не испортить. Удивительно, но сегодня 9 сентября. Погода теплая, солнышко, 22 градуса показывает бортовой. А в наушниках играет татарская песня, и можно наслаждаться происходящим в полной мере. Вот я и приехал, каньон. Я иду прям, не знаю, внутри все кипит. Я не знаю, на себя злюсь там, или на этот навигатор, короче. Ну или то, что я с ним подружиться не могу. Я проехал не туда, где вот я снимал с экшн-камеры. Так, оказывается, вообще я пролетел этот поворот, не заметил. Они не могли там. Вывеска есть, конечно, на трассе, я потом ее покажу. Но не могли они какой-нибудь, не знаю, большой там по-русски написать, что здесь вот, каньон, блин. Яндекс уже который раз меня подводит. Или я, не знаю, как-то набираю в нем не так. Ну, короче, Maps.me я набрал, он сразу показал, говорит, ты не туда едешь, разворачивайся. А Яндекс показывает через деревню какой-то Аксарай или что-то такое. Ну и в целом получается 60 километров лишнего пути из-за навигации. Вот. Это, во-первых, трата времени, а во-вторых, трата бензина и тому подобное. Тем более, блин, здесь с заправками беда. Так что сейчас мы будем вам показывать каньон. Уходите, не переключайтесь. Итак, пока я не дошел до конца, можно далеко идти. Но я дойду, наверное, до района вон той беседки и запущу дрона. Нигде знаков нет, что летать запрещено. А не запрещено, значит разрешено. Ну и читал я документацию, что на сайтах что можно летать в Казахстане на дроне. Вот. Стоянка там. Вес сюда стоит 500 тенге. Блин, язык сломаешь, пока выговоришь. Ну и в принципе можно арендовать байк, снять тут, видимо, какой домик. Ну или прогуляться вот так пешком. Ну еще есть типа, наверное, вот это такси, как говорят. Это машинки, которые ездят, гольф-кары типа. Можно подняться, скорее всего, на них, если вы устали слишком или ваш размер слишком большой. Ну вот, в принципе, где вот я останавливался, на обзорной площадке, где река текла, ну, то же самое. Меня еще смутило то, что я нахожусь на реке. По звуку как будто дрон летает. Меня еще смутило то, что я находился на реке, а табличек поблизости нет. И потом получается, у меня Google оффлайн, Яндекс оффлайн. Они не могут с того места прогрузиться. И Яндекс показывает вообще в объезд через деревню, туда куда-то. Видимо, он какие-то бесплатные маршруты показывает, чтобы не платить взнос в казну. Поэтому он, походу, через деревню, оттуда какие-то потайные маршрутики. Ну, где-то кто-то жужжит. Наверное, это дрон жужжит. Вот. Так что надо как-то, я не знаю, просматривать, дома ли эти карты, или самому как-то точки ставить. Ну, короче, нельзя просто вбить вот и поехать, потому что на Кавказе я так проезжал какие-то лишние километры. Теперь здесь катаюсь. Вот интересный участочек. Такая промытость. Так, вы что, на каньон приехали смотреть? Будете со мной разговаривать. Еще в Казахстане я не поеду ни на какие озера. Там есть большое, как же оно, Бао называется. Большое Алматинское озеро. Потом Иссык вроде озера. И есть еще Каинды. Все из-за того, что
туда заброска нужна, или, допустим, есть озера, на которые можно заехать по асфальту без проблем, да. Есть там пограничные пункты, но это не проблема. Просто суть в том, что времени в обрез кататься по Казахстану, а во-вторых, ну, у меня другая цель, да, я еду дальше, в третью страну мне надо попасть, Казахстан это так транзитная страна, и я просто по дороге решил вот на каньон посмотреть, на озеро, ну, такие места, которые попутные, и то я, видите, петля, и получается на Каинды там надо, скорее всего, на озеке подниматься, потом на вот этих озерах, которые я перечислил, там тоже надо пешком идти, говорят, по 2 километра в одну сторону. И смысл мне ходить пешком, тратить время и смотреть озера, если можно увидеть что-то еще другое, кроме этого. Так что я думаю, теперь мы включимся на обратном пути. Сейчас я вам покажу картинку с дрона. И на обратном пути как раз таки перевал, вот о котором я говорил, его проедем. И заодно покажу табличку, которую нельзя пропускать. И она означает, что надо ехать сюда. Что за мышат я тут спалил? Все попрятались сразу, как я начал снимать. Так, где бы еще их найти-то? Через камеру не получается спалить. Так, где вы? А, во, вижу. Фокус поймал. Так, ну-ка, стопы. Если поближе найду еще, засниму. Что за мыши такие? На еврашек не походит. Так, я их чуть-чуть, ну, все те же, только я немного ракурс поменял. Что это за ройки какие-то? Опа. На Камчатке еврашки, а здесь какие-то мыши. Полубелка, полуеврашка. Бурундук. Нет, явно не бурундук. Бурундук был в Пермском крае. А тут вылазьте уже. Ну чего вы все заныкались-то? А вон один торчит. Ладно, до следующего включения.
ребята, когда вы поедете с Алматы, увидите вот такой по левую сторону знак Чарын, Шарын, Шаткалы, Чарын каньон. Главное не пропустить. А сейчас мы поворачиваем налево. Здесь такие затяжные поворотики, серпантинчик. Интересно прокатиться будет. Я не знаю, насколько вы успеете все посмотреть. Все будет наклоняться, крениться, потому что мотоцикл, как вы знаете, надо закладывать, чтобы он вошел в поворот. По-другому никак. Это было близко. Кегель. И здесь нас встречает кто-то, леопард, наверное, с длинным хвостом. И сейчас должен быть еще орел тут. Он, наверное, уже внизу где-то. Вот они, шапочки. И можете лицезреть вот эту красоту всего. И вот он, орел. На вершине сидит красавец. У нас дальше по расписанию это заправка мотоцикла, и дальше мы поедем на границу. Граница, как я повторюсь, Киргизия, Кыргызстан и Казахстан. Так, кого я нашел? Внеочередное включение. Интересно, они, надеюсь, не злые? Опыта общения с верблюдами у меня еще не было. Но если что, будем бежать. Один свои дела он делает, стоит. Ага, конечно. Так они и дали к ним подойти. Я, наверное, только в детстве их в этом близко так видел. И вот в Казахстане тоже проезжал, когда на Кавказ ехал. Тоже видел, но он тоже вдалеке. И тогда я просто остановился у обочины, сделал фотку и поехал дальше. А сейчас я хотел погладить. Но они, походу, от меня убегают. А ну, стой, иди сюда, дай погладить. Ну, походу, не суждено нам. Ну, верблюд. Иди сюда. Один вон тот по-любому подойдет, если к нему подойти. Ну, точнее, не будет убегать. А вот этот поближе. Иди сюда. Ну? Или я слишком страшный для тебя? Как тебя позвать-то? Верблюд. Ладно, я понял. Ну вот, на фоне таких гор. Ой, ты что там сделал? Я надеюсь, вы этого не слышали, только я это услышал. На фоне, дубль 2, на фоне таких гор, таких полей, степей. А, красота какая. И верблюдики. Ладно, поедем дальше. Ну что, ребятишки, можете меня поздравить. Я в Киргизии. Смотрите, какая красота. Вот это меня ждет. Там дождик. Вот там, скорее всего, где-то льет. Я думаю, впереди мне ехать в ту сторону, будет то же самое. Сейчас я поем. Говорил же, в красивом месте буду есть самсу, она греется. И сейчас мы поедем. Не знаю, поздравлять меня или нет. Я купил симку наконец-таки. 3000 тенге. Тенге стоило на границе, но ни обменных пунктов, считаете, нету. Ничего нету, у меня денег нету, ни казахских, ни киргизских, никаких, короче. Рубли только остались. И все. Что я с ними тут буду делать,
не заправиться, ничего. Я на границе заправился в Казахстане еще полный бак, там аж по горловину залил. Думаю, должно до куда-нибудь хватить. Сейчас буду вставлять симку, потому что, ну, там должна была быть активация. Я не стал ждать, короче. Собрался и поехал. Может быть, вы, конечно, спросите меня, как я собрался греть самсу. Смотрите, оп, лежит она на моторе. Оп, перевернули. Дальше лежит и греется. Я просто в хостеле кипятка налил, сейчас заварку закинул. Пусть протекает еще. Пусть немного подзаварится. Сейчас попьем чаек, я думаю, а потом вот там вот не до этого будет. Надеваю дождевик, думаю, там уже льет, наверное. Сейчас ставлю симку и поеду. Попробую доехать до озера. Но не знаю, хватит меня, не хватит. Вообще сейчас без денег, без ничего, где что останавливаться, где ночевать, кто как делал, я даже не знаю, не смотрел, ни у кого не спрашивал. Так я осматриваю, хожу, вместе и вам показываю. Как-то щекотно в одинокого вот так вот делаете, как я. Где люди деньги берут вообще? У себя дома, что ли, меняют и едут? Блин, я думал, там на границе хоть что-то будет. Еще здесь сразу грунтовка встречает, сразу вся эта дорога, плюс перегоны скота, там кучу баранов, овец, плюс коровы, лошади. Короче, вообще здесь нечто. Пробка из овец, коров и лошадей. В общем, вот красота. Границу, кстати, быстро прошел, минут, наверное, 15 с обоих, ну, в целом, между Казахстаном и Россией где-то 20 минут заняло, и там надо проезжать очень, ну, такое большое расстояние между пунктами, между границей одной страны и другой. А здесь, получается, от одного шлагбаума выезжаешь, и вот уже следующий пункт, там документы, все, даже толком не смотрят, и все, езжай. Ну, единственное, вот симку предложили, все. Пацаны вообще нормально, пацаны вообще красавы. Так что будем ужинать и в путь-дорожку где-нибудь заночую.